Мы в отеле Marina Spa Resort. Кто-то может помнить его как Мантилон Гранд Горизон или Марина Бич или Гранд Азур или под другими названиями. Находится он в 1 километре от центра Хургады, то есть в 5 минутах езды или 20 минутах ходьбы от причала Марина, рыбного рынка и десятка сифуд-ресторанов, а также самой большой и красивой мечети Эльмина и улиц Шератон и Шерри с сотнями магазинов и кафе на любой вкус. Отель начал принимать гостей в 2002 году. При этом он почти постоянно достраивался, перестраивался, то закрывался на реновацию или по другим причинам, потом открывался под новыми названиями. В данный момент он работает в режиме предварительного открытия, так отмечено на сайтах туроператоров. Сразу скажу, что строительные работы никак не отражаются на отдыхе. Например, вот это здание при въезде в отель находится за пределами основной территории, или этот бассейн за жилыми корпусами по правой стороне. Что же оставалось неизменным за последние 20 лет, так это стоимость проживания. Отель всегда был бюджетным. Только не путайте цену на отель с ценой на туры с перелетом. Обсудим этот момент подробнее в завершении обзора. Итак, ресепшн. Просторный, светлый, как и лобби-бар с видом на территорию и море. Здесь же выход на террасу, где проходят вечерние шоу-программы. На ресепшн есть банкомат. Здесь можно снять наличные египетские фунты с пластиковых карт. На первом этаже под ресепшн бильярдные столы, зона отдыха и основной ресторан. Территория отеля очень компактная, все рядом. Много зелени, несмотря на длительные простои без работы, сад остался цветущим. Есть тенистые лужайки. Жилые корпуса 3- и 5-этажные с лифтами. Наш номер 2113. Это сьют с видом на море. В нем 1 спальня, 1 ванная комната и зал с мини-кухней. Кухня не оборудована техникой и посудой. Возможно, этот корпус строился как апартаменты, а в итоге был задействован в качестве гостевых номеров. В спальне 1 большая кровать и 1 полуторка. Есть чайник, маленький холодильник, бутилированная вода. Лучшее, что есть в таких номерах, это вид с балконов. И забегая немного вперед, вообще лучшее, что есть в этом отеле – море. Сантехника в рабочем состоянии. Возможно, номер после реновации. В наличии шампунь, гель для душа, лосьон для тела, мыло. Есть фен и сушилка для купальников. С балкона мы увидели дельфинов, а ведь это почти центр города. Раньше я слышала, что дельфины приплывали в отель Палм-Бич. Он находится ближе к району Эльгуна. Но сами мы никогда их не застали, хотя не раз в Палм-Бич отдыхали. И вот здесь, в Марина, только заселившись, сюрприз. Спустились к берегу, чтобы поближе заснять, но все равно камера телефона посредственная и видно плохо. Другие отдыхающие сказали, что не первый день видят дельфинов, и даже 3. Пляж, как я уже заметила ранее, просто отличный. Для такого небольшого отеля достаточно продолжительный, чтобы всем места хватило. В центре небольшой пирс, справа и слева от него заход в море, песок. Для любителей поплавать самое то. Вода чистая. Есть риф, можно и сноркелить, и понырять.
В Marina Spa Resort есть несколько фотозон и просто много выгодных локаций для фото. Например, необычные снимки можно сделать со шляпами пляжных зонтов, поднявшись на площадку аквапарка. Про анимацию коротко. Она есть. Ничего особенного, как и в большинстве египетских отелей. Мини-клуб открыт, но там никого, хотя я в рабочее время зашла. Возможно, какое-то мероприятие на пляже в этот момент было. Лежаки на берегу деревянные, матрасы в удовлетворительном состоянии, так же как и пляжные полотенца, претензий нет. На бассейне лежаков минимум, но с таким морем и гостей на бассейне тоже минимум. Вода чистая, а не так, как часто бывает в дешевых отелях, мутная или откровенно зеленая. Тут же небольшой детский бассейн с 2 горками для совсем малышей. Еще 2 бассейна в левой части резорта на возвышенности. Там горки для старших детей. В описании заявлено, что во всех бассейнах отеля есть подогрев. Мы были в летнее время, так что не знаем, насколько хорошо будут греть зимой. А под горками стоят тренажеры. Так что вот такой импровизированный тренажерный зал в данный момент под открытым небом. Но где-то мне попадалась информация, что идут работы по строительству или ремонту как спортзала, так и спа-центра. И скоро их откроют для гостей. Посмотрим. Вернемся к вопросу цены. В этом году стоимость перелета в Египет выросла просто катастрофически. Так, в пакетном туре туроператоры закладывают на авиабилеты примерно $500 за пассажира. Получается, что недельный тур в, казалось бы, бюджетной Marina для семьи 2 взрослых и ребенок будет стоить почти $2000, из которых 1500 перелет и всего 400 отель с питанием, все включено. При этом туристы будут именно от отеля ожидать отдачи на свои кровно заработанные 2000. И, конечно, такие отели, как Marina, даже с самым прекрасным пляжем, не оправдают ожиданий. У нас на канале есть обзоры всех отелей сети Titanic в Хургаде, в частности Titanic Palace, который самый бюджетный среди других Титаников. И один из зрителей в комментариях сделал мне замечание, мол, нифига себе бюджетный, турпакет на семью с вылетом из Екатеринбурга стоит сколько-то там сотен тысяч. Поэтому еще раз уточняю, что бюджетный отель совсем не значит бюджетный тур. Не обманывайтесь на этот счет. И последняя из важных тем нашего обзора – питание. Самое слабое звено почти всех дешевых отелей. Вроде бы все есть. Те же рис, макароны, овощи, курица, мясо, тот же фастфуд в пляжном кафе. И даже вот такой арбузный ужин. И персонал приветливый. Но удовольствия от отдыха на все включено нет. Такая же картина относительно ассортимента и качества блюд в Гранд Отель, в Sunny Days Palace или еще хуже в Hawaii Le Jardin. То есть с голоду не умрешь, конечно, но не более. И если вы отдыхали в только что перечисленных мной отелях последние лет 5 и вас устраивала еда, то и здесь, в Marina, вам будет нормально. А мы после альбатросов и санрайзов точку невозврата, видимо, прошли. В общем, на мой вкус, если летите в недельный тур, то стоит переплатить 20-30 тысяч и выбрать другой отель. Например, Sunrise Aquajoy или Iberhotel Casa del Mar. Смотрите обзоры этих резортов у нас на канале. А Marina скорее подойдет тем, кто либо совсем неприхотлив, либо прилетает надолго, самостоятельно купив билеты, и нужен бюджетный вариант размещения с хорошим морем и близко к городу, на месяц или дольше. А на ужин можно до рыбного рынка или до кафе морепродуктов доехать. Вот такой овощной стол с целыми помидорами, огурцами и тому подобное – хорошая задумка. Можете сделать салат на свой вкус. Единственное, берите с собой нормальный нож, потому что отельными столовыми приборами резать что-либо – мучение. В завершении напомню, что мы живем в Египте почти 20 лет и можем помочь с организацией как групповых, так и индивидуальных экскурсий. Переходите на наш сайт Авокадни онлайн и выбирайте. Если остались вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу.